В обновленном, но пока еще не утвержденном демо-варианте ЕГЭ по английскому языку произошли некоторые изменения, и сегодня мы посмотрим на замену слова «особенности» на слово «факты». Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет. Перед вами та картинка, которую демонстрировала профессор Вербицкая на своей консультации 22 октября. Как вы видите, одно из изменений связано со второй строчкой в плане написания эссе «Select and report 2-3 facts». В предыдущем варианте было написано 2-3 features. Напоминаю еще раз, что факты – это та информация, которую невозможно опровергнуть. В данном случае мы работаем с табличкой или с диаграммой, на которой мы должны найти эти самые факты. Но это, конечно, совершенно несложно сделать. Но, во-первых, все процентные значения – это фактическая информация. Если вы начинаете по очереди просто указывать, сколько респондентов пользуются электронной почтой на своих смартфонах или сколько респондентов играют в игры на своих смартфонах и даете процентное содержание, то вы как раз сообщаете факты. Вы сообщаете ту информацию, которую, глядя на эту табличку, невозможно опровергнуть. Глядя на эту таблицу, также вы можете в своем втором абзаце написать о том, что в данной группе респондентов чаще всего пользуются функцией электронная почта и реже всего оплачивают покупки. И это, безусловно, тоже фактическая информация. Если мы вдруг решили сравнить численные значения, это тоже будет фактической информацией. Если вы сказали, что значения в первой позиции, во второй позиции практически не отличаются, это тоже факт. Или если вдруг вы написали, что различие между двумя определенными позициями в их значениях 30%, то это тоже фактическая информация. Другой вопрос, какие же факты здесь выбирать? Ну, конечно же, тяжело представить, что вдруг кто-то решит второй абзац начать с описания того, что различие между значением второй позиции 78% и в четвертой позиции 48% равно 30%. Но это будет очень странный выбор. Безусловно, необходимо выбирать таким образом, чтобы ваша работа была последовательной, логичной и не являлась набором предложений с какими-то отдельными изолированными абсолютно фактами. Посмотрим на слово, которое ушло из этого задания, features, особенности. Особенности – это тоже факты. Все, что мы только что перечислили, это и особенности данной диаграммы. Можно сказать, это то, с помощью чего данную диаграмму можно отличить от каких-то других. Данный опрос проводили в Австралии. Если такой же опрос провести во Франции, то картинка будет другой, и там будут свои факты и свои особенности. Ну а то, что касается главных особенностей той или иной таблички или того или иного графика, то здесь, конечно, речь идет о том, что прежде всего бросается в глаза. Ну, наверное, здесь можно сказать, что прежде всего бросаются в глаза вот эти два очень сходных значения – 79% и 78%. Поэтому даже несмотря на то, что слово features ушло из нашего задания, его прекрасно все равно можно использовать при написании данной работы.